Если у вас такие симптомы, как аллергия на коже рук, это может быть не болезнь, а защитная реакция организма. Это могут быть аллергия на пыль и моющие средства, сезонная аллергия или неподходящие продукты питания. На вопрос, как вылечить аллергию, ответ один – избавиться от аллергенов. Лечение подразумевает здоровое питание, полезные продукты и профилактика пересыхания кожи рук. Академия здоровья подготовила для вас советы, как избавиться от аллергии быстро и эффективно в домашних условиях. Если у вас или ваших близких появилось покраснение на коже рук, в частности кистей, сопровождающееся сильным зудом, сыпью, жжением, возможно, это аллергия. Сыпь на кистях рук – это разновидность немедленной аллергической реакции. Одновременно с появлением сыпи руки чешутся, появляются болевые ощущения. Как правило, аллергия не основное заболевание, а является симптомом какого-либо нарушения. Она выступает знаком того, что в организме произошел сбой. Аллергия на коже рук появляется в большинстве случаев в результате прямого контакта с аллергеном, моющими или косметическими средствами, лакокрасочной продукцией, различными химическими веществами. Также это может быть аллергическая реакция на лекарства или простую воду, в состав которой входят вещества, вызывающие аллергию. Причины возникновения аллергии кистей рук. Первое. Истощение нервной системы вследствие эмоциональных и умственных перегрузок на работе, в семье. Второе. Эндокринные нарушения. Гипофункция или гиперфункция щитовидной железы, сахарный диабет, заболевания надпочечников. Третье. Заболевания пищеварительной системы. Четвертое. Пассивное курение. Пятое. Наследственность. Если в семье есть родственники с экземой, вероятность появления заболевания у ближайших родственников очень высока. Шестое. Генетические причины, например, слишком бурная реакция иммунной системы на аллергены или врожденные дефекты генов, отвечающих за защитные белки кожи. Седьмое. Собственно, аллергические причины. Контакт с домашней пылью, продуктами питания, которые провоцируют аллергию, шоколад, цитрусовые, орехи, с шерстью животных, пыльцой растений и прочим. Аллергенами могут выступать продукты питания и напитки. К способным вызвать аллергию продуктам относятся продукты и напитки с высоким содержанием сахара. Восьмое. Частый контакт с водой и мылом. Холодная и в особенности горячая вода способствует смыванию защитного жира с кожного покрова. Руки наиболее часто подвергаются агрессивному воздействию внешней среды и чаще всего контактируют с водой. При мытье с мылом жирового слоя на коже практически не остается. Это происходит потому, что очищающие вещества, которые содержатся в бытовой химии, посредством смывания влаги подсушивают кожный покров. При контакте с водой, в особенности хлорированной, и при использовании мыла рекомендуется не забывать о дополнительном увлажнении кремами и маслами. Лечение аллергии кистей рук. Если это аллерген, нужно как можно скорее прекратить контакт с возможными агентами, вызывающими аллергию. Первое. Питание должно измениться. Из рациона придется исключить продукты, провоцирующие аллергические реакции. На время нужно отказаться от чрезмерного употребления в пищу цитрусовых, киви, меда, орехов, шоколада и ряда других продуктов, на которые может быть аллергия. В идеале постарайтесь исключить из рациона жареное, копченое, соленое, пряности и сладости, сдобные продукты, какао, а также фрукты и овощи красно-оранжевых цветов. Второе. Наряду с изменением питания придется изменить и весь быт. Отказаться от ношения шерстяной или синтетической одежды. Все это тоже способно пробудить ярую ответную реакцию иммунной системы и вызвать сыпь. Третье. Соблюдайте температурный режим при мытье рук. Вода должна быть теплой, комнатной температуры. Слишком холодная вода травмирует кожу, из-за чего она становится покрасневшей и грубой. А чересчур горячая вода сушит и обезжиривает. Четвертое. Не используйте хозяйственное мыло. Лучше выбирать жидкое мыло с глицерином.
Пятое. После мытья тщательно протрите руки, чтобы на коже не оставались капли воды. Процесс естественного испарения влаги еще больше обезвоживает эпидермис. Шестое. Подберите несколько пар перчаток. Хорошие теплые перчатки должны сопровождать вас при выходе на улицу и зимой, и в осенне-весенний период. Тонкие и прочные резиновые или латексные перчатки должны быть на вас и во время мытья посуды, и во время уборки квартиры, и даже тогда, когда вы занимаетесь любимым хобби, связанным с использованием любых химических средств. Седьмое. Как минимум один раз в день нужно смазывать руки увлажняющим и питательным кремом. В идеале это нужно делать каждый раз после того, как ваши руки контактировали с водой. Если у вас возникнут вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы ответим.